но это вот такая важная точка, куда нужно нам пойти. Мы едем в Едвашем, это мемориальный комплекс истории Холокоста. Сегодня мы первый раз едем на трамвае в Иерусалиме. На станции есть терминал, на котором можно пополнить свою карточку. Чтобы понять, в какую сторону ехать, вы смотрите направление. Например, мы едем по направлению к горе Эрцель, Маунт Эрцель. Подъезжает наш поезд замечательный, такой красивый, стильный, стальной. И мы заходим внутрь. Чтобы зайти, нажимаем вот такую кнопочку, дверь откроется. Только сейчас я посмотрел, оказывается, нужно в Яд-Вашем отдельно зарегистрироваться, чтобы туда прийти. Ну вот мы это заранее не сделали, но надеемся, что получится попасть внутрь так. Яд-Вашем является одним из самых популярных музеев. Его посещает больше 1 миллиона человек в год. В его центральной базе имен жертв Холокоста, находится 5 миллионов имен, и она продолжает пополняться. Подходим к музейному комплексу. Он состоит из нескольких зданий рядом с лесом. Очень красивое, спокойное и живописное место. Я не знаю даже, что ожидать от этого музея. Я был в нескольких музеях, которые посвящены Второй мировой войне. В Москве у нас есть Парк Победы, там музей. В Волгограде. Ну, тут я не знаю даже. Ну, я много читал про этот музей, то, что вот он очень особенный, и люди, после того, как его посещают, они что-то внутри них меняется. Здание Музея истории Холокоста выглядит как такой треугольник, как пирамидка. Так, мы заходим внутрь. Здесь тоже есть мезуза на двери. Конечно, большинство вещей, которые там, ну, они так или иначе, ну, я что-то читал про это иногда, но фрагментарно. А тут именно суть в том, что ты погружаешься, не можешь даже вынырнуть. На самом деле тяжело очень про такие вещи читать и смотреть фотографии тем более. Когда ты читаешь какие-то статьи, Википедию, то все эти человеческие судьбы, а ты их не чувствуешь, они для тебя просто цифры, статистика. А вот посещение этого музея, оно все то, что ты знакомишься с конкретными судьбами людей. Так бы, обычный человек, так сказать, психически здоровый, это же большой стресс, и сидя дома в комфорте, сложно себя заставить вот что-то такое читать. А вот когда ты приходишь в такой музей, это как бы такая вот работа над собой. Хочешь не хочешь, а проходишь через через это испытание на самом деле. И осознаешь, насколько человеческий вид жестокий, такая еврейская традиция по кашруту, например, то, что тут запрещено вообще есть любое, что вот с кровью, хоть как-нибудь. Кровь — это жизнь. Еврейский народ — это очень такой миролюбивый народ на самом деле. Больше всего поражает именно, что люди, которых уничтожали просто в промышленных масштабах, то есть это как травили, как тараканов. Ты можешь поставить вот этих людей, своих близких, на это место, и ты когда ты посещаешь это место, ты почему понимаешь, что это ближе к тебе на самом деле, к любому человеку, неважно, ты еврей, не еврей, откуда ты. И, в общем, начинаешь ощущать масштабы, и понимаешь, почему евреи называют это катастрофой, а не вот таким словом абстрактным Холокост. Потому что это действительно, конечно, страшная вещь, когда люди, мирные люди абсолютно, которые... они не с оружием там в руках. Ничего, просто жили своими обычными жизнями, никого не трогали. И как бы их просто начинают методично, изощренно, крайне по-немецки эффективно уничтожать. Это просто невозможно себе такое представить. И вот это невозможно себе представить, пока вы не посетите вот это место. И вот когда идешь такой вот вместе со штукенцией рядом и осознаешь, что просто потому, что вот у нее еврейские корни, да, то есть это был такой признак, по которому людей просто уничтожали. Там пожилой человек, женщина, мужчина, просто всех людей, просто за то, что у тебя вот какой-то этнос. Наверное, самый грустный музей, где я был, наверное, даже вообще самое грустное место, где я был, даже не просто музей, а место. Даже слезы наворачивались порой. А сейчас мы идем в зал памяти. Он находится на следующем уровне. Можно пешком подняться или на эскалаторе. Оказалось, что тут еще есть художественная галерея.
Эта катастрофа, она отозвалась в сердцах многих художников. Сейчас зайдем, посмотрим. Штукенция, кстати, тоже рисует. Эта картина, она как-то... Человек с жухлым листом. Эта картина тоже как-то актуальна. И на контрасте, тоже, когда ты выходишь из этого музея и видишь вокруг этот райский уголок, Израиль, преодолев весь этот ужас, люди смогли сплотиться, скооперироваться и создать свою страну. Евреи крутые. Самое приятное в трамвае то, что он очень мягко едет. Такой плавно-плавно, как будто ты плывешь. Хлеб взяли пачку за шекель. То есть 2 пачки 2 шекеля. В магазине стоит одна такая пачка типа 10, то есть 10 раз дешевле. Ну и фрукты тоже, типа мандарины по 3 шекеля. Вот эти свои штуки. Как По это? 6 авокадо. Авокадо по 6 и виноград по 7. И орехов по 26 за кило. 300 грамм взяли. Нормально. Действительно красивые домики в Иерусалиме. Смотрите, такой стоит. А рядом кустик с синими цветочками. И ставни тоже синие. И там такой маленький столик, стульчики. Можно выйти, кофе попить. Мы сейчас общаемся с штукенцей, обсуждаем. И вот она говорит. Что мне что-то Иерусалим так понравился больше даже, чем все остальные города. Какой-то он интересный. И тут можно питы за шекель купить на рынке. Это везде можно пить. Ну не знаю. И тут он, и технологии, например, есть трамвай. И едешь куда-то, какой-то музей интересный посмотришь. Потом сидишь в парке, а тут лавочки деревянные, птички поют. Очень нравится. Это пока что мой любимый город. Ну а я, несмотря на то, что мне тут очень не повезло, но с тем, что я заболел, мне нравится в Иерусалиме то, что это, наверное, ну, очень-очень такой толерантный город. Я всегда думал, что Иерусалим это очень религиозный город, именно такой религиозно не очень толерантный. А оказалось, что на самом деле он вполне себе светский. То есть тут много, то есть есть районы и есть улицы, которые очень религиозные и все такое, и они такие обособленные. То есть, грубо говоря, ты в каком-то районе находишься, это как вот ты находишься в маленьком городке. Мы Иерусалим, конечно, меньше всего изучили из всех городов, где мы были. Он очень большой, тут еще миллион вещей можно походить, посмотреть. Хочешь тут жить? Да. Где бы ты хотела жить в Иерусалиме? Поближе к рынку. Поближе к рынку, чтобы хлеб по шекелю покупать. Как мало, надо котам. Типичная еда в Израиле — это авокадо. Они тут супер классные, такие мягкие, жирненькие, толстенькие и очень дешевые. На рынке вот купили тхина. Тхина — это такое еврейское блюдо, не знаю, соус, не соус, но в общем перетертые кунжутные семечки, с чем пока точно не знаю, может быть с маслом, может быть что-то такое, надо будет изучить рецепт. И питы, вот такие питы. Я еще помню, я была маленькая, мне дедушка готовил такие питы. В центр можно положить всякого разного, и вкусно очень получается. Смотрите, что штукенцы такие лапы интересные. Это у нее лапы мерзнут, и я придумал такую систему. Значит, во-первых, мышку мы укрываем вот таким вот одеялом, чтобы она не мерзла, лапа. Это раз. А так как штукенция монтирует, ей в целом, когда она монтирует горячие кнопки, она жмет одним пальцем, то можно надеть 2 пары носков на руку.